Из этого видео вы узнаете, как укрывать виноград на зиму. Мы укрываем виноград на зиму поздней осенью, после заморозков, с кратковременным опусканием температуры в пределах до минус 8-10 градусов Цельсия. После чего помороженные листья засыхают и сдуваются ветром или счищаются вручную. Легче всего укрыть только что посаженный кустик винограда. Его не нужно прижимать к земле, поскольку все равно весной придется оставлять только 2-3 почки у самой поверхности почвы. Поэтому просто насыпаем холмик земли примерно по колено высотой. Торчащая из кучи лоза помогает весной ориентироваться при раскапывании кустика. Перед укрыванием винограда на зиму мы проводим осеннюю обрезку старых кустов, учитывая два ключевых момента. Во-первых, удаляем все концы виноградных плетей, которые выходят за пределы ближайших кольев опор. А во-вторых, выясняем, на какую длину вызрела лоза, и удаляем невызревшую. После заморозков особенно легко установить зрелость лозы по наличию живых почек. Двигаться при этом нужно от конца плетей к основанию куста. Зеленые в разрезе почки живые, значит за ними и ближе к корню лоза вызрела. Темные в разрезе почки показывают, что эту часть лозы можно смело отрезать. На каждом кусте достаточно проверить 1, 2, 3 лозы, доходя до живых почек, и остальные плети подрезать на ту же длину. Формирующую обрезку винограда мы выполняем весной, поэтому далее сворачиваем всю вызревшую лозу вокруг основания куста, фиксируем, накрываем мешковиной и закапываем. Для накрывания мы используем мешковину с бывших в употреблении полипропиленовых мешков. Этот прочный материал не разлагается в земле, и если его не оставлять на солнце, служит десятки лет. Чтобы надежно зафиксировать свернутую лозу, мы применяем те же самые металлические колья, которыми обычно крепим к земле и парники собственной конструкции. Затем накрываем куст мешковиной. Излишнее выступающее полотно подворачиваем. Чтобы мешковина оставалась на месте во время закапывания, слегка присыпаем ее по всем углам землей. Затем закапываем слоем почвы около 20-30 см. Внимание! Нельзя брать землю слишком близко к основанию куста, где корни ближе всего к поверхности, иначе корешки могут подмерзнуть зимой. Мы берем землю для закапывания на расстоянии от 50 см до метра от куста.